Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. В данном видео я хочу открыть 3 фиолетовых карточки, дабы проверить свой уровень везения. Кстати, все 3 раза были сняты с первой попытки. В этом мне очень повезло, потому как я сберег свои нервы и время. Но есть и один незамысловатый секрет. Давайте по старой схеме. С меня видос, с тебя лайкос. Этот видос будет как мини-гайд с моими советами и с моей точкой зрения. Но не стоит забывать, что стиль игры у всех разный. Я перепробовал уйму вариантов за 3 месяца игры и пришел к выводу, что в этой игре нужно придерживаться определенных правил для того, чтобы добиться определенных успехов. Вот, к примеру, мы сейчас бежим открывать дверь картой за 100 000 баксов. По сути, обычно ничего сверхъестественного не выпадает, но иногда можно вынести интересные шмотки. Так вот, чтобы все прошло как по маслу, во-первых, нужно быть осторожным, во-вторых, иметь в голове определенный план действий, в-третьих, нужно быть морально готовым к тому, что тебя могут убить на выходе из комнаты. А теперь давайте по порядку. Если ты хочешь открыть фиолетовую карту, или как она называется в игре, оранжевая, хотя непонятно почему оранжевая, если она фиолетовая. Что-то мы опять отвлеклись от основной темы. Так вот, если ты решил открыть фиолетовую карту, то позаботься о своей экипировке. Не нужно одеваться как последний бомжара в шмот первого уровня и одевать обычные ботинки, которые слышно на другом конце карты. Но и не стоит надевать дорогой шмот, ибо могут убить на подходе или на выходе. Я рекомендую найти золотую середину. Шмот должен быть 4 уровня, как по мне, синий или фиолетовый. Ботинки обязательно на тишину. Шлем желательно с улучшением на восприятие шагов и выстрелов на 50%. Так у вас будет больше шансов услышать врага, который тоже спешит в риске на открывание дверей. Либо услышать крысу, которая хочет вас втихаря завалить и все забрать. Оружие уже берите по своим предпочтениям. Но самое главное, патроны должны быть не ниже синего цвета. Вот мы заходим в комнату, сразу за собой закрываем дверь, лутаем ящики. Как всегда выпадает обычно. Тут обычно выпадает тупо мусор. Но иногда бывает очень интересная шмоточка. Как мы слышим, уже кто-то приперся. Поэтому через дверь не выходим. Если в этой комнате есть окно, то можно вот таким вот образом слинять без шума и пыли. Как мы слышим, к нам уже бегут. И бегут нас валить. Эти крысы паскудные, они знают, что вы там. Поэтому, если есть в комнате окно, через это окно выпрыгиваем наружу. И так как у нас ботинки на тишину, мы по тишине спокойненько бежим на первый или второй выход. Первый и второй выход, чтобы вы знали, у всех разный. Только третий и четвертый у всех одинаковый. Поэтому если первый и второй выход, например, вот в этой точке у вас, то у других игроков они могут быть разбросаны по всей карте. Но при этом не стоит забывать, что крыса может находиться в любой точке карты. Поэтому расслаблять булки не надо. Что мы имеем? Мы имеем всего лишь 80 000 покупа. Теперь поговорим про осторожность и тактику. При входе в здание не нужно, сломя голову, мчаться к дверям и открывать их. Первым делом чекаем второй этаж на наличие дверей. Если там их нет, то бежим на 3-й этаж. Можно полутать ближайшие комнаты, если вы фанат сбора всякого хлама и барахла. Но при этом по возможности закрывайте за собой двери, чтобы потенциальный противник расслабил булки при входе в здание. Как правило, в первые 5 минут игры все те, кто хотел тоже открыть дверь, бегут в это здание. И будьте готовы к тому, что они тоже будут в ботинках на тишину и экипировке не ниже 4 уровня.
Самое главное – это перехитрить противника, замочить всех желающих, и только тогда можно открывать дверь. Но не стоит забывать про крыс, которые сидят под зданием и слушают, как открывают двери. Да, не удивляйтесь, но это правда. Большинство крыс сидят под зданием и ждут, когда кто-то откроет дверь. Звук открывания дверей они слышат в наушниках так же отчетливо, как и вы. Поэтому лутаем ящики, и если есть окно, то валим через окно. Если окна нет, то тут уже все зависит от вашего мастерства и желания выжить. Как видим в данном видео, чел пришел на тишине. Я его не услышал, но убил. Слышал я вот этого перса, который бегал в обычных ботинках, и его было слышно на все здание. А тот чел крался на тишине, он меня тоже не слышал, он слышал того же типа, и он хотел убить его. Но ему немножко не повезло. Как мы видим, он одет так себе. Бронька 3-го уровня, шлем 3-го уровня. Эта экипировка не подходит, потому что карабин на синих патронах ее прошивает из 10 патронов. Это вообще какой-то бомж. После всех этих замесов тоже не нужно бежать и открывать комнату. Продолжаем спокойно бегать по зданию и чекать 2-й и 3-й этаж. Как только вы убедились в том, что все тихо, заходим, закрываем за собой дверь, лутаем ящики, в надежде на то, что выпадет золотая Аега, но обычно выпадает просто хлам. Настоятельно рекомендую брать с собой кардиостимулятор, хотя бы 2 штуки, потому как зачастую первые 2 выхода находятся очень далеко, а при помощи кардио вы сможете очень быстро добежать до точки выхода. Кстати, бота, который охраняет комнату, можно не убивать. В таком случае потенциальный противник полностью расслабится и побежит к комнате, а там уже вы с ним разберетесь. Вот мы и закончили 2-ю катку. Сейчас оценим результаты наших стараний. И барабанная дробь. Немножко лучше, чем в прошлый раз. И вот пришла пора открывать 3-ю карту. Совсем забыл сказать, что для того, чтобы знать, сколько примерно времени осталось до открытия первых 2 выходов, нужно всего лишь кинуть метку на одну из них. Таким образом вверху будет отображаться таймер. Тем самым вы сможете просчитать, сколько вам нужно времени на зачистку здания, на открытие комнаты и на побег к точке выхода. Но опять же, так делаю именно я, и мне так намного удобней, чем постоянно нажимать на клавишу открытия карты и смотреть, сколько осталось. Как мы видим, уже прибежали несколько человек. Я бота не убиваю. И вот прибежало тело, которое прибежало на тишине в экипировке 4-го уровня, услышала, что бот живой, и расслабила булки. И тем самым я его спокойненько принял. Продолжаю дальше бегать по 2-му этажу. Слышу, что кто-то уже валит бота. Это 2-й тип, который тоже расслабил булки. И сейчас он за это поплатится. Какой-то бомж. Продолжаем чекать 1-й и 2-й этаж. Попутно можно спокойно лутать тех, кого вы убили, либо лутать комнаты. И как только вы уверены, что никого больше нет, то заходим в комнату. Обязательно закрываем за собой дверь. Лучше, конечно же, заранее очищать рюкзак от хлама, чтобы, не теряя драгоценного времени, залутаться и убежать. Я очень надеюсь, что данное видео вам понравилось, но меня очень расстраивает тот факт, что 70% моих зрителей смотрят меня без подписки, а также мало кто оставляет комментарии и ставит лайки. Ребят, YouTube не продвигает такой контент, если только ваши лайкосы и комментарии помогут мне раскрутить канал и продвигать мои видосы. Поэтому оцените, пожалуйста, мои старания лайком или дизлайком.
Дизлайк так же само, как и лайк. Помогает продвигать контент. Если у вас есть вопросы или пожелания, как улучшить подачу контента, то пишите комментарии. Я поддерживаю обоснованную критику в свой адрес. Ведь ничего так не мотивирует создавать новый контент и пилить новые видосы, как куча лайков и комментариев под моими видосами. Всем мирного неба над головой. До скорых встреч. Пока-пока.